Всех приветствую на канале S-Family Life. По многочисленным просьбам сегодня выходит обзор на новейшую копию AirPods Pro под названием Air 4 Pro. Заказывал ее на старте продаж и ждать пришлось всего 3 недели. В текущей ситуации это очень хорошее время доставки. Формат этого видео будет отличаться от предыдущих. Построен будет на ваших комментариях, которые оставляли под роликом на копии прошлых версий. Прежде чем приступим, проверьте вашу подписку на канал. Кнопка «Подписаться» должна быть серого цвета. И поставьте лайк авансом. И, конечно, я разыграю Air 4 Pro среди подписчиков, как только это видео наберет 15 тысяч просмотров. Если подписаны на канал и группу в Телеграме, то не пропустите это событие. Кто еще не смотрел видео на предыдущие копии, в правом верхнем углу будет подсказка. Не буду затягиваться вступлением и перейду к распаковке. Снова пришли наушники в уже привычном фольгированном пакете. Так же, как и прошлые, он легко вскрывается. Здесь нас встречает бонус и сами наушники. Коробка выглядит так же, как и все предыдущие копии. Давайте вскроем. Коробка, как мы видим, не повреждена, а значит, наушники должны быть целые. По комплектации. Здесь у нас кабель USB Type-C на Lightning, плюс бонус USB на Lightning. Также сменные амбушюры. И как в предыдущих версиях, у них нету сеточки. А те, которые на наушниках стоят, на них сеточка присутствует. По комплектации, как я вижу, изменений никаких нету. Что здесь также инструкция. Все. Давайте отложим все лишнее в сторону. Нас интересуют сами наушники. Так, и для того, чтобы нам проводить сравнение, я достану свои оригинальные наушники. AirPods Pro. И коробку тоже можно убрать. Так, на первый взгляд оба кейса по внешнему виду ничем не отличаются. То есть все как и в предыдущих копиях. Запустим рубрику «Ответы на вопросы». И первый вопрос – это качество материалов. А проверим это, конечно же, в сравнении с оригинальными. За время эксплуатации в их качестве сомнений не возникает. Петля защелкивается хорошо, магнит работает. Здесь также. По качеству работы петли вопросов нету. Никакого стука нету, то есть никаких посторонних звуков нету. Ну, в AirPods Pro, конечно, есть посторонний звук. Здесь же крышка сидит плотно. Отдаем копии плюс. Петля также внешняя, она пластиковая. Здесь вроде как металлическая. Присутствует вырез под диод. Здесь, как мы видим, стеклышко. Стеклышко и вот дырка. Ну, по кейсу все. Надписи, гравировок нету. Это уже понятное дело. Все остальное, как у копии. Достанем наушник. Копия и оригинал. С виду сеточки совсем ничем не отличаются. Здесь также
отличий на глаз не видно. Так, копия, она как сверху наклеена, а в оригинале она хоть чуть-чуть выпирает, но, наверное, это единое целое с корпусом. Амбушюры по качеству и на ощупь аналогичные. Давайте снимем амбушюр с копии и с оригинала. Как видим, у амбушюра присутствует сеточка, что у копии, что у оригинала. Поместим обратно. Вот так выглядит у копии сам динамик. Вот так выглядит динамик у оригинала. В принципе, они идентичны друг другу. Так, ну что, правый подписаны. Конечно, также нету гравировки. В принципе, все остальное, все похоже на оригинал. То есть, как будто стопроцентная копия. Вес наушников, как по отдельности, так и в кейсе, вы увидите на фото, так как под рукой сейчас нет весов. Следующий вопрос, который мне задают: работает ли беспроводная зарядка? Давайте проверим. У оригинала проверять не буду, не тратить на это времени, так как там и так понятно, что работает. Вот мое зарядное беспроводное устройство. Кладем наушники. Все, диод загорелся. Как видим, беспроводная зарядка работает. Наверное, самый популярный вопрос: какое качество микрофона, а также поведение микрофона при разговоре с другим человеком и на улице. Для начала проверю качество через диктофон. Для этого как раз и подключим наушники к телефону. Проверим, подключаются они вообще или нет. Открываю. Ничего. Хотел сказать, ничего не происходит, все, определились. Нажимаем подключить. Удерживаем кнопку. Все, отлично. Подключение сработало. Уже хорошо. Значит, они у нас будут работать. Закрываем. О, приятно, нету никаких шумов. И уже даже когда вставил наушники, гасятся все посторонние шумы. Так, переходим в диктофон и попробуем записать. Проверка качества записи диктофона на копии AirPods Pro. И попробуем соединить с оригиналом, чтобы сравнить. Они, наверное, не подключены у нас. Подключен. Не подключены. Не будем тратить время на подключение. Проверка качества записи диктофона на оригинальных AirPods Pro. Оба вышли по 5 секунд. Что? Давайте проверим сначала так, как будет звучать. Проверка качества записи диктофона на оригинальных AirPods Pro. Звук на оригинальных отличный. Теперь копию. Проверка качества записи диктофона на копии AirPods Pro. Как вы видели, вполне себе достойно, как и в предыдущей версии Air 3 Max.
Также далее в видео вы услышите запись разговора через копию. Сейчас я записываю тебя и проверяем, как будет слышно, если звонишь абоненту. Все, я тебя тоже слышу хорошо. Поговори еще что-нибудь. Иногда звук пропадает. Иногда звук потом научится пропадает, а слышу только в другом наушнике. Потом снова появляется нормально. Понятно, учли. Но сейчас автообнаружение уха у тебя отключено. И, по идее, не должно прерываться. Сейчас как слышно? Хорошо слышно. Все, тебя тоже хорошо слышно. А теперь качество, ветреную погоду на улице. Сейчас я вышел на улицу, здесь ветрено, ездят машины, и я проверяю качество микрофона R4 Pro. Следующий вопрос. Как они звучат? Давайте проверим, самому очень интересно. Так, звук уже в наушниках такой объемный чувствуется. Но нам же интересно, как они будут звучать, как будет звучать музыка. Исправили ли они проблему с высокими частотами в этой копии. Запускаем нашу песню, которую мы уже все копии остальные тестировали. Звучат отлично. В этой копии наушников они исправили явно динамики. Теперь здесь как и высоких частот достаточно, так и низких достаточно. И в сумме звук получается очень чистый, очень качественный. Придраться не к чему. Если в прошлых наушниках я сразу говорил, что в R3 Max очень много низких, то здесь они как будто поигрались с настройками и прибавили высоких частот. Теперь звук отличный. По звуку зачет. По-моему, я перейду с R3 Max теперь на эти наушники. Перейдем к следующему вопросу. Вы часто спрашиваете, когда выйдет копия с возможностью регулировки громкости, как работают сенсоры громкости, какая чувствительность или есть ли ложные срабатывания у сенсора. На первый вопрос я отвечаю, эта копия уже вышла и сейчас вы смотрите на нее обзор. А сенсоры давайте проверим. Так, запускаем трек. Ух ты, как громко сейчас было. Так, попробуем сначала нажать на ножку. Нажатия не работают, так же как в предыдущих версиях. Значит, здесь просто тапами установлен сенсор. 2 тапа. Переключает песню. Ну-ка еще раз 2 тапа. Да, 2 тапа переключают песню. В прошлых наушниках 3 тапа переключала песню, а 2 тапа ставила на паузу. А здесь 1 тап что тогда? Наверное, плей-пауза? Нет, 1 тап не работает. А если 3 тапа? Тоже переключает песню. Интересно. А левый наушник? 1 тап не работает. 2 тапа. Предыдущая песня. Также. Так, тогда может удерживать надо. Да, здесь поменяли логику сенсора. Теперь удержание ножки это плей-пауза. А 2 раза по ножке это переключает трек. А 3 тапа можно настроить, например, на голосового ассистента, скорее всего. Ну-ка еще раз, сейчас долгое удержание.
Все отлично. Интересно. Не думал, что они даже поменяют сенсор. В принципе, так даже вполне логично и довольно-таки удобно. Так, теперь проверим главный сенсор. Это громкости. То, что в них добавили дополнительное. Давайте сейчас я вытащу наушник. И теперь, скорее всего, надо сюда. Мы долго удерживаем. Да, вот я удерживаю. Громкость отлично срабатывает. И по левому наушнику долгое удержание также по верхней части. Она делает тише. Сейчас вверх. Все. И сейчас по левому наушнику. Все. Ложных срабатываний по сенсору абсолютно нету. Все очень удобно. Сюда нажимаем, повышается громкость. Сюда нажимаем, понижается громкость. Все. Отлично. К сенсорам вопросов нету. Сенсоры работают. И они смогли добиться того, что нет ложных срабатываний на громкости. Ну и по ножке, соответственно, тоже. Впечатлило. Впечатлило. Так, и чуть не забыл еще, ну, видео здесь вы видели, когда я вытаскивал наушник, ставилось на паузу. Ну, давайте еще раз проверим. Точно, корректно ли это срабатывает. А то я удерживал сенсоры. Так, запускаю. Все играет. Все, вынимаю наушник. Все моментально на паузу поставилось. Все. Сенсоры работают исправно. Переходим к следующему вопросу. Вы спрашиваете, в прошлой версии была проблема, один наушник играл тише, здесь такого нет? Такой проблемы я и не наблюдал в копиях, которые мне приходили. Здесь также оба наушника играют одинаково. Следующий вопрос. Заказал по ссылке из видео, смутило то, что мало заказов и нет отзывов от клиентов. Отвечаю, на отзывы, которые оставлены в AliExpress, особо не обращайте внимания, тем более на такие продукты. В основном это фейки. А заказов мало, так как страницы блокируют AliExpress за подделку на Apple продукцию, и продавцы создают новую, с чистой историей. Также вы часто спрашиваете, нужно было сказать про автономность, время работы наушников. Но так как я снимаю распаковки, я сразу не могу про это сказать. Но, как заявляет сам производитель, аккумулятор тут такой же, как и на предыдущих версиях, начиная с i900 тысяч. 2,5-3 часа на громкости 70%. Плюс 2 раза их можно зарядить от кейса. Я, конечно, предоставлю скриншот, как сам это проверю. Дальше вы увидите видео. Также у многих возникает проблема. Пишут, что один наушник заряжается, а другой нет. Что делать в этом случае? Мой ответ – открывайте спор, очень жаль, но у вас брак. От этого никто не застрахован. Этим AliExpress и хорош, у вас есть гарантия. Что делать, если ссылка на продукт в описании не работает? Напишите комментарий под видео, и я запрошу нового продавца, у которого покупал. Обычно 90% они отвечают и присылают новую ссылку. Работают ли эти наушники с Android? В принципе, все копии работают, но давайте проверим именно эту. У меня также есть Android устройство. Мне не сложно. Сначала проверю, включен ли у меня Bluetooth тут. Bluetooth активен. Здесь наоборот отключу, чтобы не было ложных срабатываний. Открываем. Зажимаем кнопку. Нажимаю «Обновить». Все, как мы видим, появились AirPods. Идет сопряжение.
подключены. Все подключены. Также, если на них нажать, то можно переименовать. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, и повторно вы не будете его задавать. Переходим к следующему вопросу. Проверьте шумодав. Давайте проверим, самому интересно. Также я сейчас открою окно на улицу, и будет слышен шум с улицы. Посмотрим, как эта копия справится. Для начала вообще посмотрим, есть ли тут эта функция. Я же отключил Bluetooth. Так, подключаем. Наушники сейчас должны определиться автоматически. Или когда вытащу их из кейса. Да, когда вытаскиваю из кейса. Сейчас включено шумоподавление. Сейчас я его попробую выключить. Включаю. Так, сейчас открываю окно. Шум слышу с улицы. Нет, в этой копии ничего абсолютно не меняется. Ну, наверное, и правильно, потому что в других копиях это некорректно работает. А этот форм-фактор заглушек, когда я их вставляю, и так все шумы посторонние гасятся. Так что ответ нет. Шумодав здесь не работает. Они сами как шумодав, когда в уши вставляешь. И заключительный вопрос. Как сейчас поживают копии из обзоров? В личном пользовании на данный момент у меня Air 3 Max, другими не пользуюсь. Племяннице подарил i90 000 Pro, они у нее до сих пор работают без каких-либо проблем. Вот и все, вопросы закончились. Если после обзора у вас еще остались вопросы, то пишите их в комментариях под видео. Ни один вопрос не останется без внимания. Да и просто пишите комментарии, это помогает продвижению ролика. Перейдем к итогам. Если ранее вы уже заказывали Air 3 Max и вы не нуждаетесь в сенсорах громкости, а также высокие частоты вам не по нраву, то переходить на новый Air 4 Pro не имеет смысла. Новая копия, как и предыдущая, имеет хорошее качество сборки и звука, но звук в Air 4 он более сбалансирован, и высокие и низкие частоты находятся на хорошем уровне. А также в них хороший микрофон. Хочу заметить, что как Air 3 Max, также и Air 4 Pro любители баса оценят. Выбор, как и с любой копией, остается только за вами. А если решили купить, то воспользуйтесь промокодом на скидку $3 из описания. Данный промокод никак не связан с наушниками, а действует абсолютно на любой товар на AliExpress. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсе, а стартует он, как только это видео наберет 15 000 просмотров. Подробности будут в закрепленном комментарии. Всем пока и до новых распаковок!